Еще раз добрый вечер. Поэтому сегодня празднуем День Петра и Павла. Ну, Петр это был, и Петр и Павел, они были апостолами, вот, основателями церкви. Поэтому от них много чего зависит. Так, ну вот, то есть я так понял, что попользовались, но впечатлений не возникло никаких. Никаких ощущений, никаких наблюдений. Тогда мы поговорим на тему сегодня развития. Вот тогда другой вопрос. Что такое развитие? И что надо развивать? Есть какие-то мнения на этот счет? Ну, чтобы у нас все-таки беседа была, а не монолог. Кто может что-нибудь нам рассказать на эту тему? Ну, как бы вот все говорят, надо развиваться, надо развиваться. В каком направлении? И что такое развиваться? Если один человек стал сильнее другого, это развитие или не развитие? Ну, по физически там, как бы, может побить его теперь. Ну, то есть вот в таком направлении надо развиваться. Или что-то еще, какие-то есть. Раз и новый виток. Ну да, ну это развитие, да, то есть как бы есть не зацикливание на одном месте, а есть превращение, когда мы идем от одного витка к другому, есть превращение по шагу, есть превращение по размерам, да, то есть как бы, но вот вопрос опять же возникает, какие качества мы хотим в себе развивать, то есть для чего нам развиваться, а надо ли вообще развиваться, какие мнения есть, зачем это надо? А, вот Артур написал, был сильный поток, промывающий золотой душ. Мгм, спасибо. То есть у нас вот вопрос возникает, связанный, что все вроде бы как хотят развиваться. Стал сильнее физическое развитие, нам надо развивать и тело, и душу, и разум. Значит, вот смотрите, вот у нас как бы есть наша цивилизация человеческая. Вот. То есть, смотрите, вот такая ситуация, как бы, вот Ира написала, в шейном отделе была сильная вибрация. Это у нас вопрос был про маску, что какие впечатления от маски оставались. Про развитие, как бы все говорят, что надо развиваться и надо двигаться вперед. Но вперед это куда? Какое у нас направление может считаться вперед? Я к чему? Потому что вот у нас, допустим, есть вот наша цивилизация человеческая, да, то есть как бы она вроде бы как куда-то развивается или не развивается, вот трудно понять, да, то есть, но на самом деле и вот наука развивается, мы видим, есть новые открытия, все что-то вот, новые технологии, что-то все-таки новое создается. И как бы когда экстраполируют, что дальше будет, как бы предполагают, что это будет точно так же идти в том же направлении, в каком мы шли. Ну и получается такой механистический как бы подход. Вот если у нас энергия наращивается потребление энергии там из года в год с каким-то таким определенным интервалом, значит дальше у нас все больше и больше, и нам надо все время больше и больше этой энергии производить. Да, то есть и предполагается, что если цивилизация достигла каких-то очень больших размеров, да, то есть, то она тогда уже начнет использовать энергию звезды, там появится сфера Дайсона, еще что-то, ну что-то такое, что на самом деле будет уже напоминать космогоническую деятельность, да, то есть как бы будут двигаться звезды и так далее. Но когда смотрят вдаль в телескоп, как бы, ну, ничего такого не обнаруживают. Вот. Но с другой стороны, смотрите, есть миллиарды и миллиарды звезд, да, миллиарды галактик. В каждой галактике тоже миллиарды звезд. И везде крутятся какие-то планеты. Ну, допустим, там многие безжизненные, на них ничего не может выжить, потому что условия неподходящие. Но наверняка же вот среди этого миллиардов и миллиардов что-то есть такое подходящее для жизни. И жизнь там могла зародиться, и она достигла каких-то и возникла разумная жизнь. Да? То есть разум возник, и дальше он тоже развивается, и вот тоже строит, чего-то строит. Да? То есть как бы, и вот в таком, допустим, если нашей цивилизации, вернее, нашей Солнечной системе или там галактике там
13 миллиардов лет. Да, то есть, а вот если какая-то галактика есть еще старше, и, предположим, там на какую-то совсем маленькую часть какая-то возникла жизнь раньше, чем у нас, и раньше начала развиваться. И, значит, она уже должна оторваться на бесконечное, в общем-то, расстояние от нашей цивилизации. Вот. И поэтому вопрос вот этого вот Ферми, который прозвучал, а где же эти цивилизации, почему мы их не видим, то есть его можно по-разному трактовать. То есть один из таких распространенных постулатов, что цивилизация, достигнув определенного уровня развития, сама себя уничтожает. Ну, в общем-то, такой грустный конец, на самом деле, который нас тоже, возможно, тогда ждет впереди, что разум, он почему-то не справляется со своей экспансией и сам себя же и губит. Но мы знаем, что горе от ума, это об этом еще Грибоедов сказал, и что сами себя навлекаем какие-то мы там ужасы, и климат гробим, и экологическая ситуация все хуже и хуже на Земле, мы видим, да, то есть как бы всякие ураганы. Но вот возникает тогда вопрос, как нам с этим всем жить, да, то есть, ну, у нас же как бы возможности у каждого ограничены по изменению, которое он может сам внести. И тогда получается, что от нас вроде ничего не зависит. Но если сравнить наши размеры вот нашего тела с размерами Земли, с размерами Солнечной системы и так далее, то получается, что мы вообще никто в этом мире. А возраст, да, то есть сколько вот мы живем на планете, ну там несколько десятков лет. А если сравнить, да, допустим, даже с той же Землей, которая уже есть, говорят, там 4 миллиарда или 5 миллиардов лет, то это опять же такая кроха, что, в общем-то, что в масштабах пространства, что в временных у нас получается вообще никаких перспектив как-то себя проявить. Вот. Поэтому возникает вопрос, да, то есть, что мы сюда, в общем-то, в эту жизнь пришли? Зачем? Что нам тут надо? Да, то есть, как бы, если мы говорим о развитии, то куда развиваться? Но если есть какие-то все-таки цивилизации, которые не погибли, да, то есть, и они там развиваются, то почему же, опять же, мы их не видим, не слышим и не замечаем? А может, все-таки видим и замечаем, но только себе не даем отчет, что это какие-то цивилизации. Ну, например, вот, да, то есть недавно опубликован доклад Пентагона по поводу различных необычных летающих объектов, которые фиксируются во множестве, да, то есть у них там что-то около 150 случаев разобрано, причем с видеофиксацией там и так далее. Их же летчики сами этих всех НЛОшек фиксировали и наблюдали. Да, то есть как бы, но доклад такой противоречивый в каком плане, что они говорят, тут есть что-то, что мы не знаем. Но мы не можем сказать, что это инопланетная какая-то вот жизнь, потому что у нас доказательств на эту тему нет. Мы не смогли идентифицировать, что это такое, почему оно так возникло. Вот. Поэтому, что это такое, мы не знаем. Но раз мы не знаем, то можно предположить, что это. Ну, какие-то глюки вот тех систем, которые, вот тех инопланетян, которые к нам сюда все-таки пришли, как-то за нами наблюдают, в их системах обнаружения обнаруживаются какие-то глюки. И мы вот фиксируем какие-то неопознанные явления. Это говорит о том, что их маскировка немножко иногда бывает сбоит, и мы можем чего-то наблюдать. Ну, то здесь же такие системы, там, стелс, да, то есть бомбардировщик, которого не должны видеть, даже радары. Хотя, говорят, на других частотах их все равно видно, но вот как-то там под какие-то определенные условия, что они становятся невидимыми. Есть ткани, которые сделали, что ты как бы берешь, закрываешься этой тканью, и тебе не видно. Да, как будто она сливается, какие-то там отблески. То есть уже технология невидимости, она существует уже даже в нашей цивилизации. Да, то есть, ну, например, да, заходит мужик к себе домой, в спальню к жене заглядывает, а там возле кровати стоит какой-то мужик, весь голый и в кепке. Он говорит, мужик, ты кто? Он говорит, лох я. Мне, говорит, вчера за 5000 продали кепку-невидимку. Вот. Поэтому вот, может быть,
какая-то вот существует определенная возможность засечь какие-то инопланетные вот следы, которые мы можем наблюдать. Или вот какие-то там ну, находят затонувшие цивилизации, которые непонятно как были, существовали, потому что какие-то там каменные глыбы в сотни, тысячи тонн каким-то образом уложены, так что и зазора никакого нет, но тем не менее какие-то вот следы таких цивилизаций существуют. Поэтому есть вот, да, какие-то даже в каком-то слое где-то на глубине там, который миллион лет, нашли какие-то там пружинки, какие-то следы еще чего-то там из каких-то непонятных сплавов. То есть, если так покопать, то какие-то присутствия есть. Значит, поэтому можем предположить, что есть вот другие цивилизации, и они просто от нас прячутся. Ну, прячутся, потому что мы им не интересны. Ну, что с нас возьмешь, потому что на такой ступени развития находимся, что даже не научились друг с другом договариваться. То есть все время кого-то там убивают, кого-то там грабят и так далее, и так далее. Вот, поэтому как бы такой заповедник. Заповедник, в котором вот что-то само развивается и наблюдают, как же оно будет развиваться. Ну, может, какие-то идеи подбрасывают, чего-то там вот техника куда-то вот в каком-то интересном направлении пошла развиваться, да, то есть если посмотреть, что у нас за последние там десятилетия произошло, особенно в сфере информатики, так просто колоссальный скачок. Поэтому, возможно, какие-то идеи там генерятся с помощью этих цивилизаций или еще что-то происходит, а может быть и нет. Поэтому мы тут до конца не можем быть уверены, но можем выдвинуть предположение, что, в общем-то, вот, значит, ну и тогда возникает вопрос. Если мы не интересны этим цивилизациям, а может наоборот интересны, то только вот мы не знаем, чем мы интересны, да, то есть можем быть. Поэтому, может быть, посмотреть на свое развитие с этой точки зрения, да, что же нам надо развивать у себя, чтобы стать интересным для других цивилизаций. Какой взгляд нам набросить на себя, чтобы вот можно было посмотреть на себя со стороны. Ну и в этом плане вот возникает вопрос, то, о чем говорил в свое время Станислав Лем, что та наука, которая у нас существует, она, в общем-то, нас до добра не доведет, он сказал. Он написал такую книжку «Сумма технологий», то есть, если кто почитает, обнаружит там много очень интересных вещей, связанных и с искусственным разумом и так далее, вот, и с развитием технологий. И вот он там предложил, что надо нам научиться выращивать информацию так, как это делает природа. То есть развивать в себе именно эти качества. Да, то есть, ну, он как бы предположил, что надо устройство такое сделать. Вот, и выдвинул там ряд требований по поводу того, что надо нам создавать условия для этого выращивания. Ну, то есть, чтобы информация сама себя выращивала. Ну, как вот это делает растения, да, допустим, животные и так далее. То есть, они как-то живут, существуют, и появляются новые виды. То есть, природа это умеет делать. Но раз природа умеет делать, мы тоже это умеем делать, потому что мы же часть природы. Да, то есть, как бы, значит, в нас это заложено. И вот Борис Евгеньевич Золотов, да, то есть вот он разработал технологию, которая называется эксперт-операторное взаимодействие, в которой вот, когда я ее стал анализировать, у меня даже статья на эту тему была написана в журнале «Сознание. Физическая реальность», которой я как раз показывал, что это и есть технология выращивания информации, то есть создание новых знаний, новых навыков, новых умений там, и так далее. Да? То есть то, чего, в общем-то говоря, никогда еще не было, но оно вдруг начинает появляться. Ну и тогда с этой точки зрения, да, допустим, мы уже можем решать и создавать информацию не только, которая нам нужна, можем же мы замахнуться и подальше, и попробовать начать создавать информацию, которая нужна, например, другим цивилизациям, да, то есть те, которые уже там далеко ушли вперед. Почему? Ну, потому что с точки зрения информации, да, то есть как бы нам нужно, допустим, получить некое изменение, да, то есть, ну, что такое развитие, да, то есть оно чего-то было одно, потом стало другое, да, то есть есть превращение по каким-то характеристикам, что это стало лучше в каком-то смысле. Хорошо бы, чтобы это стало лучше во всех смыслах, да, то есть, ну, и поэтому возникает вопрос, да, то есть когда наука развивается, она создает новую информацию с точки зрения того, чтобы получить какие-то новые качества.
Да, то есть какую-то новую функцию, ту, которая раньше не существовала. То есть что-то сделать. Ну, для этого, например, создается какое-то устройство. Это устройство является носителем этой функции, то есть вот оно теперь эту функцию делает. Вот. То есть создается какое-то изобретение или открытие там делается. То есть, да, то есть есть вот теория решения изобретательских задач, которую разработал Альтшулер. Так там говорится, что есть идеальные изобретения. Да? Какие? То есть идеальное изобретение – это когда функция есть, а объекта нет, ну, который носителем является функцией, да, то есть как бы функция появляется внутри того объекта, в котором она была, и за счет тех ресурсов, которые были, тогда появляется как бы идеальная возможность получить некое превращение, не добавляя ничего. Но для этого надо иметь какой-то другой взгляд на этот мир, да, то есть как бы кто мы в этом мире. Но вот теория физических структур нам как раз и говорит, что с точки зрения отношений с этим миром, да, у человека интересная есть точка. Он находится посередине масштабной оси. Это вот такой есть писатель Сухонос, который я уже неоднократно цитировал, который написал книжку «Масштабная гармония Вселенной», в которой там как раз он показал, что вот размер человеческой клетки, он находится посерединке масштабной оси. Да, то есть в мегамире и в микромире. То есть от минус 33 степени до 10 в 33 степени. И мы тут как раз посерединке 0,1 миллиметра. Это клетка. Поэтому вопрос можно поставить как бы вот с точки зрения развития таким образом. Да? То есть как бы, что нам надо в себе развивать с тем, чтобы стать интересными другим цивилизациям и миру в целом. Да, то есть как бы тогда нам лучше всего развивать то, что нужно не только нам, а другим. Да, то есть если мы можем сделать что-то полезное другим, да, то есть то мы станем друг им, да, то есть как бы станем им друзья. И они тогда могут нам помогать тоже. Но им тоже интересно становится с нами дружить, потому что мы тогда становимся для них, ну, как бы ценными. Ну и мир тогда становится, если мир, мы видим, развивается, да, то есть есть понятие эволюции, то есть создается что-то новенькое все время как бы в живой природе, то тогда, соответственно, и мы должны в этом направлении двигаться. Ну и с точки зрения теории физических структур мы можем взаимодействовать со структурами на разных масштабах, как с микромиром, так с макромиром, так и с мегамиром, да, то есть миром звезд, галактик и так далее. Но раз есть такая возможность, да, то есть им есть возможность с этими структурами взаимодействовать, да, то есть и Борис Евгеньевич Золотов показал, что, как он говорил, что функция определяет структуру, а структура определяет функцию. Вот как бы та формула, по которым мы можем и развиваться, да, то есть какие-то создавать новые качества, новые возможности, которые бы нужны были не только нам самим, но и миру в целом. Поэтому если мы говорим о развитии, то мы подразумеваем, что развиваемся мы не локально, как бы, как вот единичка собственная, да, то есть, а мы начинаем развиваться как глобальный объект сразу. Ну и тогда мы говорим о системе сверхскоростного развития, когда мы развиваем качества, которые не локализованы в нас самих. Да, то есть мы сразу становимся большими с этой точки зрения, то есть сверхбольшими. Как в размерах физических, так и во времени. Да? То есть не только в масштабе вот нашей жизни, но в масштабе того, что лежит за пределами нашей жизни. То, что может, нужно будет нашим потомкам, и не только нашим потомкам, а там, другим цивилизациям, которые после нас только могут возникнуть. Значит, как бы вот такой вот масштабный взгляд, он как раз вот Борису Евгеньевичу был присущ, и он как бы все время говорил, что мы делаем то, что мы сегодня сделали, оно завтра становится нулем по сравнению с тем, что мы сделаем завтра. Вот. По этому поводу я хотел зачитать информацию Наташи Зайцевой, которую она написала по поводу вот нашего последнего вебинара. Она до этого опубликовала уже часть, это как бы вторая часть, то, что она наблюдает. Ну, то есть это можно рассматривать как некую фантазию, но вот такой взгляд на то, что мы, в общем-то говоря, делали. В зазеркалье визуализируются две зоны, две среды, полевая и плазменная. Они взаимодействуют между собой, перетекают друг в друга.
В результате их взаимодействия формируется общая зона, в которой и будет происходить весь цикл событийного ряда, динамики и развития будущих процессов в системе Бионет. Также визуализируется процесс формирования из новой зоны некой подложки для будущих работ, взаимодействий, творческих реализаций, идей Творца. Эта подложка включает в себя большое количество разноплановых зон, разнообразных ходов, ответвлений, перекрестков с другими зазеркальями, с другими мирами. Ходы ДНК человека перекрещиваются с большим разнообразием духовых коридоров и полиплазменных структур и миров. Есть ходы и доступ ко всем ученикам во Вселенной, которые были, есть и будут. Также есть доступ к странникам, которые путешествуют из мира в мир по дорогам времени и безвременья. Можно взаимодействовать с демиургами, творцами творцов и их создателями. Есть выходы в различные космопроцессы и миры структур. Все эти возможные и невозможные структурные духовые образования космопроцессы, которые перекрещиваются судьбами людей и включаются в них, влияют на формирование будущего человека и составляют внутреннее наполнение зоны творческого взаимодействия людей и светличного устройства «Золотая маска». Взаимодействие со светличной структурой «Золотая маска» позволяет без особых усилий добиться такого результата и организовать новое структурное пространство в системе Бионет, направленное на формирование будущего. Ну, как бы следующее производное от слова «будущее». Вот. Ну, то есть мы как бы вот в наших взаимодействиях, вот в наших виртуальных играх, мы здесь пытаемся как раз и заниматься, да, то есть созданием и развитием структур, которые бы могли быть, ну, гораздо не чем-то большим, чем просто наши какие-то повседневные желания и чаяния. То есть их никто не отменяет. У нас есть какие-то потребности, как биологического объекта, вот этого тельца, которое надо холить, лелеять, заботиться о нем, потому что это наш единственный скафандр, который позволяет нам здесь выживать и присутствовать в этом мире. Да, то есть как бы, но не следует забывать, что это только часть нас. Да, то есть, а есть еще большая часть где-то вот в мире структур, которая сюда спроецирована вот в это тело. И поэтому, естественно, есть задачи по реализации вот в этом мире чего-то, что нам обязательно надо сделать. Но есть биологическая программа, о которой мы говорили, да, то есть родить детей, построить дом там, и так далее, то, о чем, в общем-то, говорят. Но это же не единственное, да, то есть как бы, есть же еще другие планы. Наш разум, наша душа, которые требуют от нас еще чего-то. Вот. Но это чего-то, возможно, что мы сами в индивидуальном порядке, в порядке индивидуального развития не можем сделать. Почему? Ну, потому что, когда мы говорим об эксперт-операторных взаимодействиях, как модели создания новой информации, новой жизни, да, новых миров, то там подразумевается, что есть как минимум два объекта. Эксперт и оператор. Да, то есть и они взаимодействуют на уровне световых потоков, становятся одним целым, и вот на этом взаимодействии рождается что-то новое, то, что никогда еще не было, и нужно вот не только этим двоим. Но можно не обязательно два человека, может быть два и более. То есть минимум это два человека, которые должны вступать в такое взаимодействие. Но взаимодействие рознь, да, то есть как бы оно может быть кратковременным, может долговременным, может быть повзаимодействовали, разошлись, а оно все равно продолжается, это взаимодействие. То есть процесс продолжается без участия уже активного человека. Вот важно эти процессы запустить. Поэтому что мы, в общем-то говоря, можем предложить с точки зрения этого развития? Ну, вот модель одна из развития, это вот то, что предлагал Борис Евгеньевич, называется матрица развития, о которой мы уже говорили, когда есть разум, тело и душа, и которые за счет взаимодействия их друг с другом идет обучение. Но обучение организовать собственной души с собственным телом очень сложно. Они же внутри уже встроены друг в друга. Им трудно разделить, да? То есть, а здесь как бы надо развести. Ну, тогда есть один человек, у него есть разум, тело, душа, и другой человек, у него есть разум, тело, душа. И можем организовывать различные связи, да? Разум с разумом, разум с телом, разум с душой, как бы, и здесь наоборот, да? То есть получается, что у нас уже сразу получается множество связей. Вот. А в теории физических структур она нам говорит о том, что
вам важно не сами элементы, из которых структура состоит, а нужны связи. Связи, которые формируются при взаимодействии этих элементов. Из этих связей-то и рождается и пространство, и время, и все, что в этом пространстве и времени находится. Поэтому, если мы хотим делать какие-то изменения, да, внутри себя, внутри этого мира, да, то есть тогда нам надо осваивать вот эту технологию эксперт-операторных взаимодействий, когда мы можем создавать условия для сверхскоростного развития не только самого себя, но и тех других людей, с которыми мы взаимодействуем. Да, то есть они появляются, эти условия, автоматом. То есть они не требуют каких-то там супер напряженных условий для реализации. Да? То есть это может быть достаточно приятно. То есть сильно, ново, неожиданно, еще и приятно. Да? Когда мы, допустим, вот что-то начали создавать. Понятно, куда надо развиваться? Или непонятно? Или все равно непонятно? Ну, давайте тогда вот такой момент рассмотрим. Да? То есть мы говорим о светлицах все-таки, да, то есть почему светлицы нам помогают участвовать в этом сверхскоростном развитии. Но дело в том, что мы, когда говорим о развитии, мы подразумеваем, что изменяется вот в таком развитии, да, то есть изменяется сложность систем. То есть уже мы имеем, допустим, не одного человека как такового, да, то есть имеем уже 3 как минимум компонента его, да, то есть которые тело, душа, разум, 3 компонента другого человека, тело, душа, разум, и связи их, да, то есть как бы каждая с каждым, да, формирует, сколько нам уже связей формируется? 3 × 3 – 9. Да, то есть как бы вот матрица развития нам формирует такие качества. Но мы опять же можем говорить о том, что куда потом это все девается, где это потом может зафиксироваться как некое качество. Через что мы можем его получить и зафиксировать, да, то есть, ну, через наш геном, да, то есть он такой у нас является дорожкой туда. Но там, опять же, есть как степень сложности за счет, опять же, новых связей. Чем больше связей, тем выше сложность. При этом мы говорим о мерности. Ну, например, давайте вот такую, сейчас посмотрим на такую формулу, которую я когда-то давал. Вот здесь вот такая вот, может быть, не очень хорошо видно, у кого мелкий экран. Вот такая. Что это за формула? Это бифуркационное множество катастрофы А7. Но эта катастрофа, это, ну, как бы условно говорим, на самом деле это некая структура, да, то есть которая определяет устойчивость и неустойчивость некой вот матрицы. И эта структура имеет разные степени неопределенности. Да, то есть как бы есть параметры, которые соответствуют как бы степени мерности этой структуры. И вот здесь мы видим сколько параметров. Мы видим их как минимум 5. Да, то есть вот смотрите, у нас есть параметр x, да, вот который в этом уравнении есть. Есть параметр а, параметр b, c и d. То есть, когда мы говорим о мерности, то здесь подразумевается не только мерность пространственная, а мы говорим еще о мерности как о степени сложности. Поэтому вот это вот уравнение описывает достаточно высокую степень сложности, если еще подразумевать, что здесь элементами этой системы являются не вещественные числа, а комплексные, да, то есть то тогда у нас, то есть это комплексное число, это как бы уже некая штука на плоскости, да, то есть вектор, любое комплексное число это некий вектор. Это может быть еще гиперкомплексные числа, когда вектор не в двухмерный, а в трехмерный, четырехмерный, пятимерный и так далее. Да? То есть, как бы, то поэтому степень сложности уже определяется не количеством координат, которые мы пространственных, о которых мы говорим, да? То есть как бы, мерности, а мы говорим о сложности как возможности создавать те или иные связи. Я как бы сейчас больше об этой формуле пока ничего не скажу, то есть как бы это у меня такая есть статья, которую мы опубликовали в материалах по какой-то конференции, у нас было в Щебенке в какой-то была эта статья опубликована, которая называется «Модели времени и устойчивость генома». Почему мы про геном говорим? Ну, геном у нас такая штука, в которой, как считают биологи, много всякой мусорной информации. То есть что-то есть, а для чего непонятно.
То есть как бы кодировать белки – это одно, да, то есть как бы то есть, вроде считается, что геном должен этим заниматься, но оказывается еще множество каких-то функций лежат в этом геноме, которые люди накапливали. И считается, что это в основном может быть вирусная какая-то ДНК, которая привнесена была. Поэтому мы, развивая свой геном, мы как бы развиваем некую структуру, связанную с нашим геномом, структуру жизни. Да, то есть, потому что мы на самом деле от того же червяка какого-нибудь дождевого по геному не очень сильно отличаемся. Ну, там какие-то незначительные, там, процентов 15 где-то отличий всего от этого червяка. Все остальное – это просто некая жизнь, да, которую мы можем говорить. Так почему мы говорим о светлицах? Да, то есть о светлицах мы говорим, потому что светлицы нам помогают увеличивать количество жизни в объектах. Почему мы об этом говорим? Какое качество в жизни есть? Мы о нем уже говорили. Это идти против энтропии, да, то есть уменьшать энтропию, хотя вот в неживых объектах энтропия, она со временем увеличивается, а в живых она уменьшается. Создаются новые порядки, и появляется возможность в этой жизни создавать все новое, новое, новое. Да, то есть, ну, поэтому как бы мы пытаемся что делать? Создавать вот условия для развития себя и других. Поэтому светлицы, они в этом плане выступают как уменьшители энтропии. То есть тогда у нас есть возможность свои функции жизни проявлять более полно. Но мы создаем условия для проявления себя, да, то есть как бы для того, чтобы мы могли вот это увеличение каких-то степени сложности своей делать это постоянно. Сейчас мы это вот пытаемся организовывать во время вот вебинаров, семинаров там и так далее. Да? То есть когда есть возможность повзаимодействовать воочию. Но в принципе, это и есть то, в общем-то говоря, ради чего, я считаю, мы здесь появились. Да? Создать условия для развития. Почему нам это надо? Ну, потому что мы видим, что все, оно с чего-то начинается, а потом заканчивается. Ну, и мы тоже, вот когда-то мы начались, когда-то вот не так осталось много времени, когда нас тоже не будет. Ну, и тогда возникает вопрос, если мы чего-то не наработали, да, то есть оставят ли нас на второй год. Или мы можем перейти как бы уже в следующие классы, куда-то там пойти на другие занятия. Поэтому у меня вот мнение такое, что мы в этом мире реализуем какую-то программу, да, то есть более высокого уровня, которая нам позволит создать определенный задел на будущее. Да, то есть если мы освоим некие формирования, да, то есть взаимодействие вот на информационном плане, в котором мы можем себя проявить в этой жизни, да, то есть наберем некий опыт, и дальше мы этот опыт понесем уже куда-то дальше. Если не успели, ну тогда вот говорят колесо сансары, там туда-сюда, и опять заново, и опять опыт набирать. Почему нам память убирается, да, то есть как бы, ну, возможно, она убирается, потому что, чтобы вот тот старый опыт, который мы уже набрали, он нам не мешал. Да, то есть как бы мы тогда с чистого листа начинаем и опять пытаемся куда-то добежать до какого-то момента, который позволит нам двинуться дальше. Но уже без вот этой физической оболочки, а в каком-то другом качестве. Поэтому надо готовиться. Вот. Ну, чем мы, в общем-то говоря, здесь и занимаемся, я считаю. И светлицы нам в этом плане помогают. Почему помогают? А за счет уменьшения уровня энтропии мы можем большего достичь. Да? То есть мы можем, используя их как такие усилители, да, усилители наших качеств, как раз и реализовать. Вот, кстати, в светлицах сейчас их можно рассматривать вот такой, как идеальный объект, когда объекта нет, а функция есть. Да? То есть, ну вот, когда-то вот мы делали карточки, маски, повязки, коврики. Ну, мы сейчас и делаем, продолжаем. Для тех, кто не может по-другому с ними взаимодействовать. Вот. Но есть вот у нас возможность через структуру Бионет взаимодействовать с этими светличными структурами, минуя вот вещественное проявление. Да? То есть функция есть, то есть
уменьшения энтропии, налаживания тех или настройки себя на те или иные задачи. Какие задачи решают те или иные структуры, мы можем прочитать в описании. Вот. И тем самым можем переходить к решению каких-то более сложных и насущных задач, как в своей жизни, так и в других. А наша жизнь, она как таким критерием является, да, то есть как бы мы можем видеть, успешно мы это делаем или нет. У нас получается или не получается, да, то есть если как-то мы живем грустно, несчастливо и никак не можем радоваться жизни, ну что-то где-то мы, наверное, делаем не так. Не получается, не все получается так, как мы хотим. Значит, тогда мы можем для нас это наша жизнь, это как чтобы мы могли наблюдателями быть. Мы видим, для нас это очевидно, что все идет по плану, все идет хорошо. Мы движемся в нужном направлении. И тогда, как она складывается, да, то есть как нас поток это отнесет, он нас везет и выносит в тихую гавань, или он нас разбивает о рифы, да, то есть которые мы не смогли отвернуть. Почему не смогли? Ну, потому что мы в этом потоке не научились себя правильно вести. Ну, то есть некие правила мы не выполняем, и поэтому это правило для нас становится недоступными. Ну, то есть мы как бы их вроде как бы знаем, но не выполняем. Ну, вот как заповеди. Вот говорят, вот есть 10 заповедей. И возникает вопрос, кто по ним живет? Так в идеально, чтобы вот все, что там написано, все выполняли. Противоречие возникает, да, то есть как бы, потому что, возможно, заповедей гораздо больше. И важно тогда не формально их выполнять, потому что любое написание – это всегда ограничитель. То есть мы понимаем, ну, какие-то одни определенные смыслы заложены в это, да, вот есть некий смысл, мы читаем, вот заповедь, вот там, да, то есть вот надо выполнять ее так и так. Но, возможно, это запись как бы более широкого понятия, которое мы просто не можем пока осознать, и поэтому то, что мы его не хотим выполнять так, как мы там записаны, да, то есть это и есть следствие того, что есть какая-то более широкая трактовка, в которой может быть эта заповедь по-другому восприниматься. Вот. Тут вопрос возник, влияние на энтропию только в новой серии. Нет, энтропия – это как бы влияние во всех, на светлицы, они вообще упорядочители как таковые работают. Просто у нас это влияние на энтропию здесь выделено как некое новое качество, которое у нас становится более заметным, и как бы когда мы говорим об оживлении тех или иных процессов, мы его сейчас стали подчеркивать. Да, то есть поэтому все светлицы, в принципе, на самом деле работают на уменьшение энтропии. Но есть функции разные. Да, то есть мы же когда читаем описание, там есть описание, какие функции выполняются эти светлицы. Значит, так как у нас есть вот это описание Genium серии новой, то мы там связаны с нашим геномом и с нашей гениальностью. Все мы потому что гениальные люди. Вопрос, откуда берется информация о гениальности. Да? То есть если есть хорошая связь со своим высшим я, со своим биоинтернетом, то мы можем оттуда получать эту новую информацию, ее воспринимать, записывать, пользоваться ей. Но для этого тоже определенные навыки нужны. То есть качества эти есть, люди могут их, мы знаем, используют. Вот у нас есть эксперты, которые прописывают информацию с разных точек зрения. И она разная. Вот один человек одну информацию пишет, другой другую информацию. Можно сказать, что да, это неправильно написано. Один правильно написал, а другой неправильно. Нет, и те, и другие правильно. Просто когда мы описываем многомерный объект информационный, то мы можем получить разное сечение, разное описание. И в целом, как бы эти различные описания дают разные грани этого процесса. И на разных масштабах он может быть один на одном масштабе прописывает, это как бы один класс процессов, который он видит, другой класс процессов. И мы тогда, собирая эти описания, можем расширить представление о том, что же происходит на самом деле с этими структурами. Да? То есть например, у нас там ряд структур, которые, мы говорим, они работают там на здоровье. Там сердце, сосуды, иммунная система. Но это опять же только часть. Да, то есть если почитать описание информационное, то видно, что оно гораздо шире. У нас там
Оксана Ершова там очень такие подробные сделала описания на некоторые структуры. Вот. И оно совсем затронуло очень интересные вещи, которые действительно тоже там присутствуют. Ну, например, родовые взаимодействия. То есть одно из изделий она описала как систему родовых отношений. Хотя мы его предполагали, что это немножко чисто вот в утилитарном плане оно должно там работать там, ну, на выбирание опухоли, например. Да? То есть оказалось, что это связано вот с родовыми нашими делами, те же эти опухоли. Да? То есть насколько нас гармонично они существуют для нас. Поэтому мы вот эту запускаем новую серию светличную, да, то есть в частности вот у нас вышло 2 изделия таких. Сейчас это светлица энергия времени и светлица супер, супер Genium. Они уже выпущены просто в виде карточек и в виде вот структур, которые размещены на сайте Инфоинститут. Так, ну давайте тогда все-таки еще какие вопросы. У нас вот тут, значит, вот от мостового вопрос был. Вячеслава, понятие качества – это есть умение и способность. Это может быть и умением, способностью, но это может быть, смотрите, это не обязательно выраженное умение и способность самого человека. Да, то есть, как бы, допустим, с человеком связана некая структура, да, то есть носителем этой структуры является. И тогда он является, может быть, катализатором неких процессов, которые в его присутствии могут быть, а без его присутствия не могут быть. То есть тогда это умение не для него, а для других. И оно не может быть реализовано им самим. Да, то есть я только в процессе взаимодействия с другими людьми это качество может быть, ну, как функция предъявлена. Поэтому, допустим, мы говорим о инопланетных цивилизациях, да, то есть как бы вот у них могут быть какие-то качества, которые, допустим, нам не хватает для того, чтобы реализовать какие-то вещи. И наоборот, допустим, у людей, которые вот как объекты живые предъявлены с определенными характеристиками, у них могут быть такие качества, которые вот недоступны этим цивилизациям. И тогда можно взять какую-нибудь задачку из этих цивилизаций и попробовать ее решить. Причем можно ее не формулировать совсем, не обязательно. Я помню, когда на одном из семинаров вот также мне говорят, давай решать задачу твою какую-нибудь. Но так как у меня задачи никакой не было, я говорю, давайте решать, запросто давайте решаем, и все. И только где-то там через полгода у меня появилось понимание, что задачку-то мы решили. Только задача появилась через полгода только. И когда она появилась, оказалось, что и вот оно решение готовое. Осталось только его записать как бы и оформить. Вот. Вот это я как бы хорошо понял, что, в общем-то, не обязательно формулировать задачу. Да? То есть задачу можно взять из будущего. Ну, допустим, вот есть какие-то цивилизации, и они хотят, чтобы мы им помогли. Ну, у них есть. Но они не могут нам сказать, подсказать какое-то, почему-то, да, то есть, как бы, ну, как они могут нам подсказать? Мы не можем их воспринимать, они как бы сюда не могут проникнуть, потому что по мирности мы не сходимся. Если почитать вот ведические там описания, то там видно, что тот же Шива не мог танцевать свой танец, пока он не родился в чьем-то теле, там не вырос, а потом только он смог вот этот танец свой станцевать. Потому что в том многомерном мире, где он имеет это сознание свое, он его не может реализовать там. А в этом трехмерном теле он его может реализовать. Поэтому если мы здесь появились вот в этом трехмерном теле, может быть, мы имеем какие-то божественные функции, которые нам могут позволить решать задачи, выходящие за рамки нашей жизни. Да? То есть если, допустим, стоят перед нашей цивилизацией какие-то задачи, и мы там медленно и уверенно движемся к своей какой-то вот катастрофе, то, может быть, тогда инопланетные цивилизации смогут вмешаться. Для чего? Ну, для того, чтобы они увидят ценность нашей цивилизации. Скажут, вот ребята, которые могут нам помочь решать наши задачи. Надо же им тогда тоже взаимно помочь, чтобы у них там все стало хорошо. Но тут же опять же как бы палка о двух концах, да, то есть как бы с одной стороны мы решаем их задачи, да, то есть как бы они нам решают, но мы же еще как бы вот в этом трехмерном теле, мы же о нем тоже должны заботиться, мы же не можем как бы все бросить и вот, а ну давай только туда, да, то есть поэтому мы не забываем о самих себя, мы говорим, что у нас есть еще локальная задача, вот у нас там надо нам
и начинаем пальцы загибать. Да, то есть, как бы, что нам надо? А что нам мешает, как бы, реализовать то, что у нас есть? Ну, вот наши грустные мысли, на самом деле. Наше неверие в то, что мы можем, вот чего-то можем, на самом деле, такое могучее сделать. Мы думаем, что весь опыт нас, наших предков, это говорит, да мы все такие маленькие, незначительные, мы ни на что не влияем. Вот, и поэтому нас посещают грустные мысли. Страхи всякие, там, обиды, там, ну, как бы по жизни бывает. Вот, поэтому мы можем сейчас воспользоваться техникой одной и попробовать вот убрать то, что нам мешает. Да, то есть, как бы мы же говорим о суперкачествах каких-то. Да, то есть, вот понятие Супермена. Если взять эти фильмы про суперменов, чем они характерны? Да? Есть супермен, у которого есть какие-то сверхкачества, и он мочит там всех подряд. Но всегда находится какой-то вот, который почти замочит этого супермена, и только за малым, чуть-чуть ему не хватило только, чтобы победить. То есть поэтому борьба. То есть все время борется, с одним борется, с другим борется. Да? То есть, ну, когда-то эта борьба может закончиться тем, что все-таки кто-то его победит. Вот. Поэтому другое качество супермена, да, то есть может быть суперкачество. Появилась какая-то проблема, да, то есть как бы где-то у кого-то. А у тебя качество есть решателя этих проблем. Причем решателя не то, что ты пришел и говоришь, что теперь делайте раз, делайте два, я знаю, как вам тут себя вести, и вот слушай мою команду, стройся, и хором дальше все пошли все роем куда-то вот в светлое будущее. Нет, вы просто приходите, да, то есть как светящийся объект. И со своими этими качествами вдруг начинает что? Происходить замыкание каких-то вот соединений у тех людей, к которым вы пришли, и оно вдруг раз, и у них там все что-то наладилось и разрешилось. То есть вы становитесь таким вот супер носителем гиперкачеств, которые позволяют вам разрешать любые проблемы. Но не собственные, собственно говоря, да, то есть не чисто собственные. Нет, они собственные могут быть, допустим, вам какие-то препятствия, вы приходите, они перед вами раскрываются все двери, вы спокойно идете туда, куда вам надо, и решаете вот все задачи для себя очень успешно. Но вот я считаю, что вот такое качество как бы нам нужно или не нужно? Быть таким вот разрешателем конфликтов, да, то есть чтобы в вашем присутствии конфликты разрешались сами по себе, да, то есть как бы может не сразу, там потихоньку будем нарабатывать такое качество. Так вот, я как бы считаю, что светлицы это как раз устройства, которые помогают вот как раз в разрешении конфликтов. То есть носитель светлиц, если у него есть, то он уже такое качество имеет. В какой-то мере, то есть не так, что сразу там все разрешилось, потому что эти процессы очень инерционные, то есть вы не то, что мгновенно все как бы разрешилось, но в вашем присутствии вы подсветили людей, да, то есть создали какие-то дополнительные световые связи во времени и в пространстве, и потихоньку у людей начало что-то налаживаться. И у вас тоже начинает что-то налаживаться, да, то есть как бы происходит пусконаладочная работа. Вас куда-то пустили, и вы там вот взяли что-то такое наладили. Поэтому вот светлица – это вот такое вот устройство для создания условий снятия конфликтов, проблем и так далее. Поэтому многие говорят, что когда вот у меня есть светлица, у меня жизнь становится легче. Это вот как бы мы тут с Олей Фарбер одно время разбирали, как же объяснить людям, что делают светлицы. Но вот она пришла к выводу, что надо говорить, что просто жизнь становится легче. Ну, как в разном мере, да, то есть как бы где-то быстро это налаживается, где-то помедленнее, но тем не менее жизнь-то налаживается. Вот что мы делаем вот во вступительной части, да, то есть как бы мы на самом деле задачу ставим под то, что мы будем делать дальше. То есть мы проговариваем какие-то аспекты, поэтому вы вставляетесь со своими задачами, со своими, я надеюсь, у каждого они есть, но хотя бы ментально вы формулируете для себя. Да, то есть поэтому, чтобы мы все-таки в процессе наших взаимодействий могли как-то что-то наладить у каждого, а не только как бы глобально выступить такими спасителями галактических цивилизаций и на уровне галактики что-то там сделать. Нет, галактика, да, а объект по расписанию. Значит, смотрите, вот опять же возвращаясь к системе сверхскоростного развития. Видите, сверхскоростное
сверхскоростное. Система сверхскоростного развития. Получается 3 С и 1 буква Р. Ну, прямо такие СССР. Вот. Если у нас эта система СССР как бы в действии, да, то есть как бы, то мы можем получать вот эти качества объединения. За счет чего? Как налаживать вот эти вот связи? Как нарабатывать новые качества? Да, то есть как бы, ну, это вот к работам надо Борису Евгеньевичу обратиться и посмотреть, как это делал он. Да, то есть что он об этом говорил. То есть что делается? Берется один объект, да, то есть человек, берется другой объект, два человека, и начинается взаимодействие между ними, да, то есть налаживается за счет световых связей, они начинают друг другом двигаться телом, душой, разумом. То есть может двигаться тело, может тело не двигаться, может душа двигаться, может душа не двигаться, может разум двигаться. То есть начинаются различные комбинации. Что по этому происходит? Да? То есть, как бы, ну, вернемся к матрице развития. Давайте опять. Вот. То есть, опять же, мы говорим, разум, тело и душа у нас начинают взаимодействовать с разумом, телом и душой другого человека. Может быть, с другими, с множеством людей, не обязательно с одним. Потому что, когда мы говорим о мерности, чем больше людей включается в это действие, тем получаются более многомерные структуры, более многомерные задачи мы можем решать. Да, то есть появляется некая новая функция вот в результате такого взаимодействия. Да, то есть потому что это взаимодействие можно организовать под какую-то задачу. И тем самым мы притягиваем нужную структуру, которая нам при этом нужна. И одновременно обучаемся. Да, то есть обучаемся взаимодействовать разумом, телом и душой. Потому что это и система обучения. Да, то есть, почему? А потому что при таком взаимодействии есть возможность еще переброса качеств, вот таких вот навыков и умений от одного человека к другому. Тогда у меня не было каких-то качеств, но у другого человека я их набрал, и теперь они у меня есть. Я их даже, может, сам не буду использовать, но тогда я буду использовать как такой миротворец, да, то есть при появлении которого начинает что-то формироваться, какие-то миротворческие события происходить. Потому что через меня прошли уже определенные потоки, и в меня вошел какой-то свет, который оставил во мне след. И я могу теперь этот след передать другому человеку. Да, то есть как бы бывает таким странником. Да, то есть странники, кто такие странники? Они где-то походили по каким-то странам, стали странными, потому что набрали такого света, и у них изменилось поведение. Почему они странные? Они ведут себя не так, как они приносят новую модель поведения. Все привыкли, что надо вот так, вот так, вот так вести себя. А тут приходит какой-то человек и говорит, не, ребята, надо по-другому себя вести. Потому что есть вот правила, которыми вы привыкли руководствоваться, а есть другие правила, более высокого порядка. Если вы на них будете руководствоваться, у вас вот эти правила будут автоматически выполняться. Вам не надо будет их специально как бы вот напрягаться, чтобы выполнять. А если вы освоите правила более высокого порядка, ваши правила будут здесь реализовываться. И вы будете жить правильно, да, то есть как бы праведно. И, соответственно, вы сможете реализовать какие-то задачи, которые были вам недоступны. Но он как бы может специально об этом и не говорить, но он своим поведением дает новые модели, да, то есть как вот можно себя вести вот так и вот так. И он тогда является таким маяком, да, то есть как бы лидером, на свет которого начинают идти другие люди. Вот. Ну, мы опять дальше матрицу сейчас не будем в деталях разбирать, мы ее уже разбирали. Вот. Но тут получается, что мы 3 на 3 у нас 9, да, то есть как бы еще может быть умножение на 3 нам следующий слой, да, то есть уже мы наработали вот этот слой, когда в бинарных взаимодействиях, да, то есть дальше тринарные включаются, там душа, тело, разума, души, например, там, душа, души, разума и так далее, да, то есть как бы, ну и следующие производные появляются. Сколько таких производных? Ну вот у нас получается кубик 3 на 3, это 27 у нас производных, да, то есть как бы, и, соответственно, 4 отображения этого кубика, как бы, какой гранью этот кубик мы разворачиваем. В зависимости от этого мы можем получить 4 варианта отображения, да, то есть как бы этого кубика в пространстве. Получается, что у нас 4 на 27 – это 108. Вот это 108 основных качеств, которые надо набрать с тем, чтобы эффективно взаимодействовать с реальностью и реализовывать то творческое начало беспрепятственно, которое у нас есть. Потому что если у нас этих качеств нет, то мы не можем себя проявить. Да? То есть поэтому система сверхскоростного
развитие предусматривает, что вот во взаимодействии друг с другом мы можем эти качества нарабатывать с одной стороны, а с другой стороны мы ими можем обмениваться, передавать от одного к другому. И тогда сверхчеловек – это тот человек, который не все качества в себе эти несет, и он там может вот, побить кого угодно, да, ну как у Высоцкого, да, а за свободу за свою захотите, ежели, и забью для вас любого, можно даже двух. Вот, чтобы не надо было кого-то избивать для того, чтобы человек вас слушал, а вы своим примером, своим отношением к жизни являетесь вот таким маяком, к которому тянутся люди, и которые сами же идут за вами, потому что вы для них становитесь авторитетными. Светлица супер. Вот со Светлица супер мы сегодня поработаем, да, то есть как бы я вот просил подготовить, но что-то, судя по всему, никто ее и не подготовил. Или кто-то подготовил. Есть у кого-то Светлица супер Genium? Вот, уже одна есть, видите? Так, ну вот. Значит, что мы тогда будем делать? Мы будем работать со структурой, которая Genium у нас подключена к каналу Zoom. То есть, поэтому вы берете те суперы, которые у вас есть, да, то есть и будете через них и через канал настраиваться на вот эту структуру Genium. Для того, чтобы мы вот эту свою собственную гениальность могли реализовать в собственном геноме, чтобы мы ее могли прописать, да, то есть как бы, чтобы вот этот след остался у нас в геноме, чтобы мы могли через наш геном присоединяться к тем жизненным процессам, которые есть в других мирах, в других галактиках и так далее. То есть, в принципе, смотрите, вот можно рассматривать информацию Наташи Зайцевой как некую фантазию. Да, то есть, ну, она вот что-то представила, как бы такой фантазийный проект такой свой. Вот. И это правильно, можно так рассматривать, как бы, и как бы каждый тоже может свою фантазию на эту тему написать. Но фантазия фантазирует, да, то есть если эта фантазия как информационная, она тогда читается как целостная информация. Ее когда читаешь, то она как такая, как ручеек журчит, как бы, и вот нету там таких внутренних каких-то противоречий, когда ты ее воспринимаешь. А если это какая-то такая искаженная информация, как бы человек свое какое-то там начинает туда привносить, ну, ее читаешь, и где-то у тебя в этот момент в душе ощущение, что нет, что-то где-то тут не так. Ну, вот, хотя такой сложный критерий, конечно, вот, в оценке. Но, тем не менее, вот вы когда будете пробовать сами писать, то есть как сами писать, ну, надо брать и писать. То есть задали вопрос, и начали что-то писать на эту тему, ну, как некую фантазию. Да, то есть, почему важно? Чтобы, если мы не умеем фантазировать, мы не можем генерировать новое. То есть мы не можем даже представить себе, что это такое может быть. Вот. А так мы расширяем постепенно свои рамки, да, то есть выходим все дальше и дальше. И вот фольклор народный, да, сказки там, или там фантастика какая-нибудь, говорит о том, что в принципе вот виртуально можно вот в эти миры проникать, которые выходят за рамки. Но когда мы в них проникаем, они в принципе становятся достоянием нас всех. И чем дальше мы можем расширять вот эти свои представления, как бы не отвергая, там, вот Николай Николаевич Денисов там занимается телепортацией. Да можно сказать, да, это фигня, то есть ничего не может сделать, то есть этого не может быть. То есть даже разговаривать на эту тему не будем. Да, то есть, а можно попробовать пойти и поучиться у него, например. Да, то есть, может быть, и не получится сразу. Да, то есть, как бы, но в силу того, что уже есть прецеденты, уже есть люди, у которых получалось, то можно вот себя продвинуть в этом направлении. Можно видения различные развивать у себя, да, то есть как некие качества, да, то есть можно еще что-то делать. То есть если мы говорим, что это возможно, ну тогда у нас есть широкое поле для себя, чтобы развивать. А если мы говорим, нет, этого невозможно, не может быть, никогда не может быть, то ну не может, значит не может, что тогда об этом разговаривать. И не будем даже этот вопрос обсуждать. То есть как бы мы можем ограничить себя какими-то рамками, можем мир сделать широкий, объемный, и поэтому читайте фантастические произведения. Вот сейчас, кстати, Лукьяненко публикует сейчас на сайте автор какой-то там, книжку свою, там, он по главам выставляет каждый день. Тоже такая пустополей вся, что
есть вот тоже какие-то цивилизации, которые там пытаются курировать Землю, ну, как вот, как некую колонию. Ну, у него такая, как бы, мир такой немножко, вот он его так ограничил, что это такое, такие отношения, что цивилизация приехала и не дает нам, допустим, там себя угробить атомными ракетами. Ну, в результате этого там вводят свои собственные какие-то ограничения. Но эти ограничения натыкаются на то, что вот, борьба тоже какая-то начинается там внутри, другие цивилизации начинают нападать, и то есть такая вот борьба. Я не раскрываю, чтобы вам интересно было, если захотите почитать. Называется «7 дней до Мегида» книга. Вот. Он еще всю не выпустил, он еще пишет. Вот. Но там идея такая, что если есть вот цивилизация, которая борется за влияние на Землю, то где-то есть, наверное, какая-то настройка типа вот такого галактического ООН, где выдвигаются какие-то определенные правила, по которым цивилизации могут вступать в общение. И тогда надо апеллировать к ним, если что-то нам не нравится, как к нам относятся другие цивилизации. Вот. Ну, вот есть понятие, например, галактического совета, да, то есть галактический совет, который вот, решает какие-то задачи, которые не связаны локально с какой-то одной цивилизацией, а относятся ко множеству цивилизаций. Вот. Поэтому попробуем взаимодействовать с галактическим советом. Да? То есть так как у нас есть структура Genium, да, мы свою гениальность как бы попробуем сейчас развить. А так как ген, видите, на Земле все геномы, да, то есть код жизни, в общем-то, у нас один. У нас 64 кодона. И он един для всех. Для всех организмов живых он един. Поэтому можно предположить, что, что это явление более широкого масштаба, как бы не связанного только с Землей. Но у нас не все структуры проявлены. Да? То есть из 64 вариантов проявлено только 20. Или 21 там. То есть 2/3 отсутствует возможности. Поэтому мы вот хотим это все немножко расширить. За счет чего это можно расширить? Да? Начать проявлять более многомерные структуры при взаимодействии. Да? То есть и вот та информация, которую Наташа Зайцева написала, она говорит о том, что есть, теперь появилась такая возможность как бы расширить представление. Есть некая, образовалась определенная сеть, где есть выходы вот в какие-то другие там миры, другие цивилизации, и через них мы можем уже такие задачи начать решать. Но даже если мы их не решим, но все равно попытаться интересно, все-таки, ну, вдруг это скажется на нашей жизни гораздо сильнее, чем мы думаем. С точки зрения того, что жизнь станет еще лучше и интереснее. Но мы не будем проявлять свою как бы гордыню, тешить, что мы вот такие великие, как бы, то есть мы понимаем, что на самом деле все это величие связано только с тем, что мы можем объединяться в системы. Да, то есть мы можем вот через Бионет выстраивать не локальную как бы свою, становиться какими-то вот такими, да, носителями таких качеств, а мы за счет этого можем набирать множество качеств, объединять их в какие-то вот группы, и дальше на основе этих качеств создавать новые функции, новые структуры, их проявлять в нашей жизни через наши действия и дальше